Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 20 февраля, вторник. И вы знаете, этот день обладает уникальной энергетикой, потому что этот день представляет собой симбиоз мощного зеркального числа и высокого потенциала магии. Поэтому сегодняшняя дата 20.02.2024 обладает особым значением, и именно это число отражается как в пространстве, так и во времени, что делает этот день благоприятным для практик, именно денежных практик, и для реализации ваших денежных желаний. Поэтому обязательно сегодня положите купюру у зеркала в вашем доме и скажите определенные слова для того, чтобы привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, что число 20 в этот день оно удваивается, потому что сегодня 20.02.2024 оно удваивается и, соответственно, усиливает свою энергию и свое воздействие. Также число 20, друзья, оно с вами ассоциируется с гармонией, равновесием, ну и, конечно же, материальным благополучием. Поэтому число 20, оно, знаете, как подобно двум зеркалам, отражающим друг друга. Поэтому это число может усилить энергию притяжения и обеспечить исполнение всех ваших любых денежных желаний. Кроме того, сегодня идеальный день для того, чтобы проводить практики, которые будут направлены на привлечение изобилия и процветания. Кроме того, сегодняшний день хорош для того, чтобы создавать амулеты, проводить практики для привлечения денег и не забывать произносить аффирмации на привлечение финансового потока. Поэтому обязательно сегодня в этот день проведите следующую практику. Забегая наперед, хотим знать о том, как ее правильно провести. Вам нужно взять любую купюру в вашем кошельке. Она не должна быть взята из кредитных денег или из какого-либо долга. Это очень важно. То есть это должны быть деньги ваши заработанные. Даже если у вас в кошельке купюры с маленьким номиналом, не расстраивайтесь. Это очень важно. Здесь ваша задача быть в хорошем расположении духа и верить в то, что эта практика принесет вам действительно те материальные блага, которые вам нужны в жизни. Итак, достаем купюру, которая вам нравится. Выберите как бы банкноту поновее, ту банкноту, которую вам на интуитивном уровне вы прочувствуете, что это та купюра, с которой вам нужно сегодня поработать. Итак, берите ее. После этого возьмите ручку. Ручку можно взять любого цвета. Главное не красного и не черного цвета. То есть можете использовать зеленый цвет, можете использовать синего цвета. Это может быть карандаш такого цвета, может быть фломастер, это может быть ручка. И в верхнем правом углу этой купюры на лицевой именно стороне маленькими циферками напишите циферку 20. Далее, друзья, обведите ее в кружок и скажите следующие слова. Купюра денежная, достаток привлекает, изобилие приумножает. Истинно да будет так. И обязательно эти слова, друзья, напишите еще в комментариях. Еще раз давайте проговорим их. Купюра денежная, достаток привлекает, изобилие приумножает. Истинно да будет так. После этого возьмите эту купюру и положите возле зеркала. Желательно, чтобы это было зеркало, было в коридоре или у вас, возможно, есть в гостиной. Главное, не в ванной комнате. Это очень важно. Если у вас нету зеркал, но бывает люди равнодушны к зеркалам, и тогда в этом случае, возможно, у вас есть маленькое зеркало, положите его возле маленького зеркала, главное, чтобы оно было открыто. Если у вас вообще нет зеркал, но бывают такие ситуации, купите сегодня новое зеркальце. И обязательно тогда пусть от зеркальца будет открытым, и вы обязательно провели эту практику с купюрой, положили, и вот пусть эта купюра целый день пролежит возле зеркала. Если вы в вечернее время смотрите это видео, в таком случае, друзья, оставьте эту купюру до следующего дня. 21 уже февраля, когда вы проснетесь, обязательно эту купюру поблагодарите за те мыслимые и немыслимые блага, которые есть и будут в вашей жизни. Даже если вам что-то не нравится в вашей жизни, вы должны все
все это делать искренне, с любовью, с благодарностью, в первую очередь по отношению к себе. Не расстраивайтесь из-за того, что у кого-то что-то есть, а у вас этого нет. Это очень важно осознавать и понимать, потому что Вселенная, она не всегда понимает, где вы шутите, где вы серьезно говорите. Для нее это все, знаете, вот как по умолчанию. Это очень важно. И вот эту купюру потратьте на что-то хорошее. Это может быть с другой какой-то купюрой, например, потому что это у вас маленькая купюра, значит, в любом случае вы должны этой купюрой за что-то рассчитаться. Но что-то хорошее, например, заказать себе или капучинко, например, с пирожным, да, и в этот момент насладиться. Возможно, вы давно мечтали, как вариант, купить себе какую-то заколку. И в этот момент, когда вы покупаете какую-то вещь, она может быть самая быть маленькая, делайте это с радостью, делайте это с удовольствием. И вы видите, как в самое ближайшее время в вашей жизни может многое что измениться. Так что проводите эту практику 20 февраля. Вы видите, энергии достаточно сильные. Плюс у нас с вами еще растущая луна, друзья, в знаке зодиака Рак. Это говорит о том, что сегодня также благоприятен день для продолжения начатых дел и для укрепления связей как в семье, так и в обществе. Кроме того, обращаем ваше внимание, что луна в знаке зодиака Рак акцентирует эмоциональные аспекты нашей жизни. Поэтому вы в этот день можете чувствовать себя более чувствительными и эмоционально отзывчивыми на окружающую обстановку, на ту среду, в которой вы находитесь. Поэтому будьте сегодня внимательны к своим эмоциям и смотрите на окружающих, как они себя ведут. Ни в коем случае сегодня не проявляйте агрессии, даже если вас в какой-то степени или заставляют. Это очень важно понимать. Кроме того, сегодня благоприятный день для укрепления семейных отношений, а также постарайтесь в вечернее время провести время с близкими, с родными людьми и позаботьтесь о своем домашнем комфорте. Потому что Рак, знак зодиака Рак, является все-таки знаком, который связан с домашним уютом, поэтому этот день подходит для работы в своем доме, о заботе о своем доме, в своем доме, а также о близких и родных, с кем вы проживаете. Кроме того, Луна в знаке зодиака Рак еще и способствует развитию творческого потенциала и нашего с вами воображения. Поэтому сегодня день, когда очень благоприятно заниматься какими-то творческими занятиями, искусством, заниматься вдохновением, это очень важно. Также сегодня возможны опасности ввиду того, что мы находимся с вами под влиянием этой лунной фазы. Мы можем быть склонны к излишней эмоциональной реакции на события, которые происходят вокруг нас. Поэтому будьте осторожны, чтобы не позволить эмоциям взять верх над нашим разумом. Также негативное проявление энергии знака зодиака Рак для некоторых людей может привести к изоляции и замкнутости в себе. Поэтому ваша задача найти баланс найти баланс между вот своими внутренними эмоциями, чувствами и взаимодействием с окружающими людьми. Это очень важно осознавать и понимать. Что же касательно влияния Луны в знаке зодиака Рак на наше здоровье, то знак зодиака Рак очень сильно управляет нашими эмоциями, чувствами, поэтому вам нужно быть особенно чувствительным тем людям, которые очень реагируют на эмоции, потому что Луна, когда находится в знаке зодиака Рак, да и в растущей Луне, люди становятся более чувствительными, уязвимыми, поэтому уделяйте достаточное внимание своим эмоциям и обращайтесь в случае чего за поддержкой для того, чтобы вы не разносили вот эту созидательную энергию к тем людям, которые не нужны. Также обращаем ваше внимание, знак зодиака Рак управляет желудком, пищеварительной системой, поэтому сегодня старайтесь уделить особое внимание здоровому питанию и уходу за вашими пищевыми привычками, для того, чтобы правильно поддерживать работу и избежать в дальнейшем проблем. Конечно, старайтесь питаться здоровой пищей, сбалансированной пищей, старайтесь сегодня избегать излишеств, переедания, потому что ни к чему хорошему, как вы знаете, это не приведет. Кроме того, что же касательно денег, материальных ресурсов, то сегодня очень важно, что многие люди будут тратить деньги на благополучие своей семьи, на улучшение домашней обстановки и других аспектов, которые связаны именно с комфортом. Но старайтесь все деньги, которые вы сегодня, если решите тратить, платить, то это все должно быть, конечно же, только рационально.
Кроме того, у некоторых людей сегодня будет появляться такое сильное желание помочь близким, родным, поэтому, пожалуйста, не спешите это делать, потому что вы должны понимать и то, что вы должны в первую очередь жить для себя и для своей семьи, а не так, что раздавать родственникам деньги, близким, родным, потому что они знают, что у вас есть деньги, и вы можете поделиться. Вы должны понимать и то, что когда вы раздаете свои деньги налево и направо, возможно, вы хорошо зарабатываете. Многие люди говорят: ну что ж, у меня дома на полочке лежат деньги, ну что же, я не помогу своим близким и родным. Но вы должны понимать и то, что вы и Вселенной показываете то, что вам деньги не нужны. То есть вместо того, чтобы собирать на какую-то свою цель, например, бывает так в жизни, что человек собирает на какую-то свою цель, и Вселенная даже ему помогает, подталкивает его к этому, открывает новые возможности, контакты, какие-то подработки появляются у человека. Но человек считает: ой, я сегодня помогу своей подруге Маше, завтра я помогу Даше и так далее. И вы знаете, вы раздаете свои деньги, таким образом вот те возможности, которые у вас были, проявлялись в материальном плане, они просто исчезают. То есть, допустим, с вами договорились на какую-то работу, раз вам отказали, например, появились какие-то дополнительные расходы и так далее. Поэтому будьте с деньгами сегодня очень внимательными, осторожными. Очень важно, чтобы вы рационально их использовали в своей жизни. Что же касательно карты Таро на этот день, то выпала карта, друзья, Императора. Вы знаете, Император — это очень такая весомая карта в картах Таро, потому что она символизирует человека, который обладает властью, авторитетом. Поэтому в этот день вы можете ощущать себя уверенно, решительно и даже старайтесь, по крайней мере, старайтесь, даже если вы не лидер по жизни, но все-таки проявлять себя как лидер в различных ситуациях. Хотя бы в чем-то становитесь лидером и идите к своим целям. Кроме того, Император заставляет нас делать структуру и порядок во всем. Поэтому сегодня, возможно, вы можете ощущать потребность в организации, в управлении своей жизнью. Поэтому также это время хорошо для того, чтобы создавать планы и стратегии для достижения ваших целей. Но это должно быть не пустышки, это должно быть в самое ближайшее время реализовано. Это очень важно. Кроме того, эта карта говорит нам о стабильности, о надежности. Поэтому очень важно, что ваши все действия, все решения, которые будут приняты или разработаны в этот день, должны быть основаны на твердых принципах и на ценностях. Это очень важно осознавать и понимать. Кроме того, это говорит карта еще о том, что в вашем окружении есть человек, который имеет качество отца, папы, то есть мудрого достаточно человека, который может вас защитить, позаботиться о вас. Поэтому благодарите высшие силы, благодарите Вселенную за то, что в вашей жизни вот есть такой человек, который вас поддерживает. Возможно, вы его не видите, возможно, вы его близко не знаете, но этот человек ваш защитник и ваш помощник. Далее, друзья, уделим совет от Архангела Михаила, что же он нам на этот день советует. Вы знаете, Архангел Михаил призывает нас в этот день, 20 февраля, быть сильными, решительными во всех аспектах нашей жизни. Поэтому старайтесь в этот день проявлять мужество, проявлять уверенность в себе и постарайтесь преодолевать вот те препятствия, испытания, которые появляются в вашей жизни. Дело в том, что когда вам даются какие-то препятствия, испытания, проблемы, знаете, это дается вам, потому что вы это решите, вы сильный человек, и у вас все получится. Ни в коем случае в первую же минуту не стоит опускать руки. Если вы будете делать шаг за шагом, вы обязательно сможете это осуществить и сделать. Не забывайте обращаться с просьбами к Архангелу Михаилу, к своему ангелу-хранителю, к высшим силам. Попросите вас охранять от всех видов зла и направлять на вас на путь истины и света. И вы знаете, всегда высшие силы, они только ждут от нас поддержки, ждут от нас команды. Кроме того, девочки и мальчики, убирайте сегодня страхи, убирайте зло, обиды, ненависть. Ни к чему хорошему, вы знаете, это не приводит, потому что страх, он даже управляет жизнью человека. Поэтому пока человек боится, ним легко можно управлять. Но как только человек становится единицей, которая верит в себя, в свои силы, понимает и что хочет добиться, то человеком очень сложно начинать управлять. И поэтому
те процессы, которые у нас сейчас происходят, нагнетают в нашем мире, это для того, чтобы управлять людьми. Но если вы мудрый человек, если вы сильный, если вы умеете читать между строк и слышать, что мы вам говорим, то вы мудрый человек, и вас никто не может вами манипулировать. Это очень важно понимать. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 20 февраля. Мы надеемся, что наши советы, друзья, и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк. Не забудьте прописать слова практики. Давайте мы еще раз с вами проговорим. Купюра денежная, достаток привлекает, изобилие приумножает. Истина, да будет так. Если вам сейчас тяжело в жизни, обязательно в комментариях пропишите слова просьбы к высшим силам, к ангелу-хранителю, к архангелу Михаилу. Просто ваше имя обязательно должно быть в просьбе, в комментариях. Это очень важно. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном, друзья, уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.